представь себе, что мы все сели Мгм. на одну планету, на этот э, наш летательный кораблик, нашу планеточку, Ага. и нас всех связывает одно и то же место, время и так дальше. То есть у нас есть зацепки, могут цели быть у всех разные. Ага. Кто зачем. Может, кто-то в поезд сел, чтобы попутчика там грабануть, убить его, да, а кто-то сел в поезд для того, чтобы приехать к родственникам, подарить им что-то. Понимаешь? То есть у каждого цели свои, но все едут по одной дорожке. Точно так же, если кто-то думает, что я такой святой, у меня нимб на голове, корона, Мгм. 5 корон, и Да. меня эти проблемы не касаются, то это он сильно заблуждается. И вот, например, еще вот по поводу этого Шумана, там вышел вот этот Зевс, а я сразу поняла, это вот игры богов. Я теперь поняла, вот откуда это все. Думала, ну, и не вот в аспектах никак не выходили эти игры богов. Я так уже сколько лет стараюсь включить вот эти игры богов, но никак вот оно не выходило. А вот, ну надеюсь, сегодня оно выйдет, потому что ушло. Ну, вот Смотри, этот Зевс, ага. снова ты делаешь все ошибку. М. Смотри, ты примеряешь все на себя. А, А у каждого своя миссия, и это блокирует тебя, чтобы раскрыть твою миссию и твой потенциал. м. Ну, а Потому почему что, игры богов раньше не выходили? Я же знала, что они это есть, они там есть где-то ну, орудуют. смотри, э, там все так банально и просто, если объяснить. Один творец вдруг решил, что будет строить мир без энергии согласия, без энергии жизни по своим каким-то кодам Мгм. специфическим. И он начал творить, и у него начало получаться, вроде бы, да? Мгм. Вот. И он склонил на свою сторону, написано, что очень много, третью часть богов, то есть 30% приблизительно, да, Мгм. которые пошли творить вместе с ним, минуя коны совершенства. Мгм. Вот. То есть это одни. Потом они втянули других, которые сошли для того, чтобы помочь тем мирам, которые попали в засаду, выйти отсюда. Мгм. Эти увидели, что произошло, и из этих 30% многие вернулись. То есть они раскаялись и вернулись. Вот. И Мгм. это именно те, которые И получается так, что сейчас две категории этих богов. Одни, скажем, эти падшие, которые возвращаются к Первотворцу, и они, как они вернулись? Ну, по конам кармы, карму никто не отменял, они должны были все на себе испытать. И Мгм. вот они все испытывают, отказываются, расторгают свои контракты. Другие, те, кто был завязан, ну, если есть нападение, вот на Украину напала Россия, да, люди не хотели в Украине воевать, но они вынуждены, да, точно так же, если были войны в космосе, кто-то на кого-то напал, то те, кто не хотел ни на кого нападать, они вынуждены отбиваться, то есть взаимодействовать. Ага. Получается, и они тоже втянулись в эти игры. Вот. И выходят сейчас, одни отказались, другие имеют шанс как бы исправиться. Ага. С этих падших. И меня это не касается лично, как физического существа. Мгм. Какие там отношения, например, у Тараса, кто он, Зевс, он же проявлялся всегда, да? Вот. Да. Это его дело, да, с этими падшими. То есть он еще может исправиться. То есть, но вопрос, гордыня возьмет верх
или здравый разум, рассудок и желание спасти свою жизнь, желание жить по конам Вселенной, Мгм. защищать Вселенную. То есть вопрос под вопросом. Мгм. Вот. Но чтобы сказать, что кто-то в этой ситуации настолько белый и настолько пушистый, что он ни в чем не виноват, ну, это просто ложь. Все в одной лодке, все плывут в одном направлении, но с разными намерениями. У Мгм. одних намерение лодочку спасти, у других намерение лодочку потопить. Вот в этом только и разница. Мгм. Хорошо, хорошо. Понятно? Я поняла. Мгм. Да, понятно. Просто у меня вот как-то, да, мне это немножко так не понравилось, все эти игры, эти богов, сколько я... Да, могу начать, да? Да. Что я там писала? Ну, что-то я не вижу, что я писала. Мне надо, я зачитывать, я не знаю, смогу ли и нет, потому что я, этот телефон новый мне, я А не ты смогу своими зачитывать. словами. Мгм. Да, все, что я помню. Хочу отменить свое решение выполнять темную миссию, такую тяжелую миссию выбрала. Хочу отменить, оставив только опыт, закрепив только опыт. Опыт оставляю, а вот это свое решение, вот все брать на себя, вот как, ну, кидаться на эту амбразуру, как говорится, я это все от этого хочу отказаться. Отказаться также хочу от занятий магией, э, участвование в играх богов во всех измерениях, там, мерностях, воплощениях. Вот, хочу развязать, отказываюсь от магии. Хочу до конца решить все вот эти кармические, эм, хочу развязать кармические узлы эм, со Вселенной, с галактиками, если это возможно, со странами, с планетой Земля, с людьми, со странами, и с Ильей Манаевым. Хочу до конца все это то есть, то есть все, что осталось, все хочу вот это отследить и убрать. Все. Не хочу ничего ни с ним вообще иметь общего, ни с ним, ни с этим Люцифером, на кого он там пашет, эм, ни с этим сатаной, то есть все, с антимиром полностью. Я вот от всего хочу полностью отказаться, если это возможно. И признать первоисточника жизни, как моего путеводителя. То есть я хочу вернуться домой полностью. Погуляла, нагулялась, все, хватит. Вот. И ничего не хочу иметь общего с ними, вообще с этим антимиром. Да, или да. А хочу отменить все махинации со временем в моем пространстве, пространстве моих детей. И вот эти кармические узлы, например, я понимаю, я осознаю, что это все эти сновидения, которые я вижу, сны, они все такие, ну, ложные. Хотя я вот ложусь спать, я говорю со своей душой, прошу ее, свое подсознание, пожалуйста, там, ну не совсем уж так, ну, пожалей меня чуток, ну не хочу я сильно уж там, пожалуйста, проследи. И тем не менее выдают такие, вот выдала вот за последние, например, два дня, и там опять вылез этот бывший муж, отец моей малой, Физ Джафару. И вот он притащил змею. Я помню, он делал вуду, но вроде я это все отменяла. Он ведь делал вуду, и там я видела, помню, как во сне змея меня укусила. А тут опять он стоит со змеей, притащил какую-то такую змею. А потом раз, и тут появился большущий питон. И питон сам его так, ну, он как бы оказался в руках этого питона. Питон здоровый. И он, как эта черная дыра, начал все, что окружает, все начал так поглощать. Это было уже и котов, там, и животных, и людей, все, что было рядом. Я, конечно, от этого не поддалась, он меня не смог проглотить. Я ноги делала, конечно, потом, ну и так далее.
появилась сестренка. То есть хочу отменить все вот эти кармические узлы с бывшими мужьями, с сестренкой. Она опять появилась такая холосенькая с мамочкой. От этого хочу отказаться. И вот второй сон был сегодня опять. Такой вроде безобидный, но опять появился этот бывший муж как бы в больничке. И моя доченька маленькая, ну, то есть, которая старше, но она там такая в 10-летнем возрасте. И я ее пришла навестить, и она так меня ждет. И вот я ее пришла навестить в больницу. То есть, ну, иллюзии такие. Вот хочу все это отказаться, прекратить вообще все, что осталось, убрать. И еще важно очень, у меня сильно болел правый глаз. Ну, как будто кто-то его хочет выколоть. И вот эти боли вот с правой стороны, ужасные боли. Началось это после того, как после последнего сеанса. Сеанс был 3-го. И хочу отменить вот эту, я поддалась на эти эмоции. Мне позвонила сама на меня вышла, это моя бывшая коллега Мария, это румынка, ну, очень похожа по поведению, как цыганка. Постоянно говорит амор, ну, такая вот, ну, как цыгане себя ведут, вот так она себя и вела. Вот она на меня вышла, сама меня прозвонила, начала со мной сплетничать, и я по глупости, по дурости поддалась. То есть пошла на поводу, и она еще тот манипулятор. Вот, и с того момента у меня начал болеть сильно эта правая сторона. Потом меня уволили с работы сами, вот так вот резко. Я так поняла, она так все это с ее помощью, конечно. Ну, и я поддалась. Хочу это все отменить. И глаз очень болел, очень сильно. И я так поняла, что это что-то связано опять с Ильей, потому что, поговорив с Викой, Вика, благодарю, мне стало легче, но до сих пор вот этот глаз правый покалывает и болит. Я так поняла, что что-то от меня ушло. Вот хочу вернуть вот эту свою способность к ясновидению, которую я осознаю по своей вине, я ее растеряла, пораздавала. Вот все хочу свое вернуть себе обратно. Хочу вернуть эту способность к визуализации. Почему? Я хочу быть счастливой, иметь много денег, иметь свое дело. То есть просто радоваться и радовать всех, наслаждаться гармонией, вот все то, что вот первотворец жизни для меня, вот все он так, все для меня тут есть, вот рукой, вот на, вот возьми. Вот я хочу иметь вот эту, вернуть эту способность. Я этого заслужила, все. Я отказываюсь, я понимаю, раскаиваюсь. Ну, опыт был, приобрела опыт, и все, хватит, баста. Что еще? Было, хочу вернуть, хочу уничтожить, прям вот раздолбать их, прям вот всех, вот прям уничтожить пух и прах, вот эти финансовые блоки. Например, я росла в таком окружении, вот мама и ее вот окружение, они постоянно твердили, что легкие деньги – это грязные деньги. И это привело к тому, что я отказала себе какие-либо участия в этих, ну, в розыгрышах лотерей, например. Вот, я почему-то думала, что лотерея – это грязно очень, то есть это некрасиво. Вот. Хочу это все вот отменить, убрать. Также в ее окружении был этот ее зять Сидхан. Я его очень сильно боялась. Как-то просто в сеансах говорила за него, что он у меня ключ отобрал ключ. Но я помню, когда я была подростком, они меня сильно гнобили. Я даже вот так ходила, знаете, вот прям очень такая замкнутая была. Вот, гнобили очень сильно, потому что за меня некому было заступиться. И вот они постоянно надо мной издевались, смеялись. И я помню, была свадьба его сестренки, Гульфайрус, кажется, зовут. И вот и они выиграли машину. Ну, по тем временам выиграть «Волгу» это 80-е, это было круто. У меня почему-то так задело это, думаю, что-то мне стало неприятно, как будто это было, это я должна была ее выиграть. Главное, меня должны были отправить в балетную школу, я бы ее прошла, я знаю. Но почему-то у меня отобрали в одно лето и балетную школу, и эту лотерею. Как-то ушло вот так вот. То есть он этому способствовал. А я знаю, что если бы он бы не стоял бы, не сказал свое, вот, если бы он не
не вмешался, я бы поступила в эту балетную школу легко и просто. У меня были все данные. Например, вот хочу все это отменить, вернуть и заменить на то, что вот у меня я выиграю лотерею, выиграю эту машину, она у меня уже есть, или там деньгами, или как. Все это у меня уже есть. Все хочу вернуть свое обратно. И отменить, уничтожить все эти финансовые блоки. Привело к тому, что меня выселяют с квартиры. Вот сегодня дошло до того, что мне придется опять отсюда выселяться. То есть на меня финансово так это, ну, очень такой напряг идет. Осталась без работы. Очень сильно ищу работы. Сейчас уже на все соглашаюсь опять. Визуализирую, да, прописываю, все пишу. Ну вот такой вот идет этот. То есть на меня такой, очень сильно такие атаки идут. Вот именно с финансовой стороны. Конечно, есть успехи. Ну, по-маленькому, по визуализации я там кое-что сбылось уже. Но это, да, хотелось бы, конечно, чтобы я возобновила вот эту способность к визуализации, отменив все эти финансовые блоки. Потом еще по школе я вспомнила, это уже я прихожу к телу. Была вот эта учительница, и она вот так, от нее пахло очень некрасиво, так мерзко. Да? Ага. Ну, и вот почему я за этот запах так это говорю, потому что у меня уже самой какой-то, я заметила в последнее время, мне почему что-то стоит, что-то я не хочу сама идти за собой там следить, что-то у меня не поняла, что-то я сама не хочу идти мыться лишний раз. Это удивительно. И вот я, может, с этим связана. И постоянно она у меня, вот этот запах ее как бы, ну, преследует. Я хочу от этого отказаться всего. То есть все эти моменты вообще уничтожить. Я ее не знаю, все, не надо. Вот. И еще по здоровью хочу избавиться от враждебных микроорганизмов, паразитов и восстановить враждебный защитный механизм, восстановить многоуровневую защиту во всех телах, начинаю с физического, заканчивая там эфирным и далее. Вот, восстановить защитный механизм хочу. И вот для чего мне это надо? Хочу быть счастливой, хочу, ну, в целях омоложения. Хочу быть здоровой, счастливой и радостной. Вот. А для этого тело очень, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Очень важно. Вот. Ну, конечно, на физике я делаю, что могу. Не ем, вообще стала опять вегетарианкой. Все делаю, что надо. Ну, вот, хотелось бы. Хорошо. У меня вопрос такой. Когда эти родственники выиграли автомобиль, ты покупала лотерею? Мне после этого вообще, я говорю, Нет, в тот нет. момент, почему ты решила, что этот автомобиль должен быть твой? Я была очень везучая. Я могла деньги найти. В Ну, парк ты пойду. покупала, ты купила билет? Я не помню, покупала, нет, но, видимо, были моменты, когда я хотела, но, как Мгм. говорится, было такое ну, утверждение, что нельзя. Вот это да, нужно этот момент рассмотреть, что на самом деле, как оно сработало, потому что есть такая версия, мы сейчас ее рассмотрим. Есть такая версия, что когда кто-то что-то получает, то это означает, что твое желание начинает сгущаться, начинают проявляться в твоем окружении, сначала дальнем, среднем, ближнем, Мгм. те события у других людей, и потом это происходит у тебя. У меня было очень сильное желание на тот момент иметь деньги. Я понимаю, это советское время, но я думаю, блин, вот если бы были деньги, мы могли бы раз и выехать оттуда, и могли бы удалиться от этих так называемых родичей. А потом я еще помню, я нашла в парке 25 рублей, вот так вот просто нашла, и мне было так немножко как-то даже страшно, думаю, как так можно, это же ненормально найти 25 рублей, какая-то была вот, ну, мне как-то стало неудобно, вот, потому что я знаю, что дома это говорят, это ненормально, такого не бывает, Бога нет, удачи нет, вообще ничего нет. Есть, ну, вот хочешь денежку, иди собери бутылки и сдай бутылки, вот и все. Вот это по чесноку. Вот они в меня это вбивали. Я, конечно, с этим была очень не согласна, меня это не нравилось,
Но в душе я, конечно, лелеяла, что я обязательно, у меня будет приз. Кстати, призы были, например, я выигрывала призы, там, как было 9-10 лет, меня печатали в этих газетах для детей. Ну, мои вот эти сочинения, там, стихи, там, или там всякие прозу. То есть я призы выигрывала. Постоянно меня там чем-то награждали. Вот. И вот, мне хотелось побольше. Но, видимо, вот это, но я четко почувствовала, что это что-то, меня обокрали. Меня обворовали, обокрали, меня используют, гнобят, а защитить некому. И все меня как бы, все меня гнобили тем, что моим отцом постоянно. Вот твой отец такой-сякой, вот ты его порода, вот ты такая-сякая. Ну вот, и меня всегда, вот, и некому было защититься. То есть за меня встать некому было. А мне понравилось, что ты сказала. Свое дело. Вот это самое важное. Я тоже вот это постоянно мне идет. Тебя с работы увольняют, а возможно, ты уже созрела для своего дела, и Да поэтому твое хочу я. подсознание... Ну, Я давно это знаю, но вот нужно все-таки иметь какую-то базу. Я над этим очень-очень много, вот это, Стартовый визуализацию всякую. капитал. Ты подумай, куда ты его вложишь. Ой, Это да я уже стартовый... знаю куда, да я уже все расписала. Просто вот, на что-то же надо за квартиру платить, например. Поэтому я Тогда ищу. надо чемодан приготовить, чтобы тебе погрузили туда Так я деньги. уже я сегодня, я уже начала. Знаете, я ну, а если комнаты. серьезно, Ага. да, а если серьезно, то, конечно, работать нужно, но параллельно, есть правило такое, но параллельно развивать что-то другое, и когда это что-то другое уже даст доход, равнозначный тому доходу, который ты получаешь на нелюбимой работе, вот тогда уже пора это дело нелюбимое бросать и развивать свое на полную катушку. Это золотое правило, которое применимо всегда. Угу. Да вижу я уже свое дело, я знаю, мне нужно. Ну вот, видишь, Вот, знаю я его. молодец. Давайте, потому что у нас дальше Ага, у меня все. тоже еще Все. встречки. Виктория, ты в эфирном пространстве. Мгм. Что ты видишь? Я увидела, как я сбросила свое напряжение. Хорошо. Отсоединяйся от всего. Мгм. Поднимайся вверх. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Алоа. Алоа. 1, 2, 3. Так, я ее вижу. Она не стоит, она как будто бы идет. Левая нога черная. От левой ноги идет подключка к правой руке. А от второй чакры подключка уходит энергия в сектор интерферентов, там пьют энергию. К правой руке идет по диагонали подключка, в руке сковорода, которой она саму себя же и бьет по голове. А в секторе магии просто звучит Илья Мамай. Угу. Понятно. Огромного размера находится открытый портал в виде символа цельнозора с этими такими, как лезвия, острые. Ну, это как резалка такая какая-то. Вот. Угу. Да, хорошо. Мгм. Отодвините ситуацию, Виктория. Считай эфирная ДНК. Алло, ли это? Да, это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Она разрешает. Угу. Так. Сектор магии. Приказываю в секторе магии, кто находится, проявить согласно физической ДНК. Вижу, стоит как будто на планете, на шаре таком, сияющем, ноги в растопырку и как бы тянет бороду. Борода такая огромная, как этот Карабас-Барабас. И тянет за бороду, и за эту вытягивается какая-то черная сущность. Мгм. Дух.
А, Так, кто да. это тянет? Приказываем ему назваться, кто он такой. Он проявился как в тюремной форме. Илья. Илья Мгм. Мамаев. Вижу, как в виде Сталина тоже, в виде заключенного. А на нем одежда такая. Мгм. Так, а что это за темная сущность, которую он тащит? Приказы этой сущности проявить согласно эфирной ДНК. Дух служебный. М, Мгм. Это эгрегор. Из эгрегора, который находится в нижнем портале. Мгм. Считывается. Он как механический какой-то. У него хвост, как будто бы крокодилий, как будто бы это, но все на шарнирах, на пружинках держится. А, Понятно. Считывается интеллект, магический интеллект, дух служебный. Мгм. В виде синего, вот, появился как этот, как джин. Мгм. Из бутылки. Мгм. Приказываю этому Илье отвечать, зачем он вытаскивает этого духа. Он говорит вот так: "Я ни при чем". Говорит, она сама захотела. И говорит, что она сама захотела влезть в бутылку. Мгм. Он говорит, что она сама захотела стать джином. Мгм. Также говорит, что я ее предупреждал. О чем предупреждал? Мгм. Приказом отвечать, о чем он ее предупреждал. Он говорит: я предупреждал не слушать Вику". И с этим связана вот эта программа мести, что он заставляет как бы Алуа бить саму себя. Вот это, что она озвучила, лезть на рожон, здесь принимать решение против себя. Мгм. Так, приказываю Илье отвечать, что он делает в пространстве Алоа. Говорит, пролезаю, и вижу, как этот дух пролезает в этот символ. Мгм. Потом говорит, отгрызаю и показывает вот эту энергию, вижу эту энергию, на которой он стоит, как на шаре сияющем. И говорит, что Мгм. отгрызаю часть ее духа. Но идет замещение. Она как бы приняла черный дух, отдала свой сияющий божественный дух. Интересно, зачем ему нужен дух Алуа? Приказываю ему ответить на этот вопрос. Зачем ему этот душа Алоа? Не душа, а дух. Дух. Это движущая сила. Дух– это движущая сила, побуждающая к действию. И он показывает ее будущее, которое находится, не дотягивает до цели. То есть типа направление тоже, но она вот, как он стоит на ее энергии, на ее духе, движущей силе и продвигается типа вверх. И для нее он приготовил другое будущее. То есть она стоит на этом духе, на черном, вот в секторе, в правом секторе, только не Мгм. дотягивает. И находится она не в секторе миссии, не в секторе будущего, а получается в секторе навязанных программ. Вот. Мгм. Ему нужно формировать будущее, такое, как ему нужно, чтобы продвигаться по
буквально считывается по ступенькам ее души. То есть ее это захват жизненного пространства и разума. Мгм. Так. А где это решение Аллоа залезть в бутылку? Что это было за событие? Вижу в секторе магии кто-то вот так глазами, как ящерица такая, блым-блым. Сейчас я посмотрю. Угу. Кто это в секторе магии, приказывая проявиться? Да, какая-то женская фигура, как будто бы в такой юбочке, как папуасы, как будто бы с каких-то палочек сложена. Угу. Приказывая назваться, кто она такая, как мы ее знаем. О, Надежда Рощук. Так и звучит. Вижу ее лицо. Почему-то она в этой юбочке с деревянными штучками. А как считывается эта юбочка? Сейчас я посмотрю. Угу. Она считывается вот так, как есть такие штучки, которые висят возле двери, и когда открываешь дверь, они такой звук создают или дают знать, что кто-то есть. Или ветер может колыхать. Угу. Вот, вот такой звук издают эти. Она считывается как предвестник. Ну, она же вчера мне тоже не зря, значит, голосовые сообщения понаписывала. Угу. Проявилась. Так, Приказывает и Надежде отвечать, что она делает в пространстве Аллоа. я вижу, что через нее идет воздействие этого черного духа на Луа, и она говорит, что она приказывает. Я вижу, что она усаживает вот так Алуа и приказывает, я слышу, принять какое-то бремя или время. Сейчас. А оно выглядит как на седьмой чакре вот такое тяжелое металлическое кольцо. Прямо такое, как цилиндр с дыркой внутри. Говорит принять бремя. Или время, сейчас посмотрю. Угу. Время. Вот циферблат. Время, которое вот вижу, как время идет. Вот тык-тык-тык, стрелочка кружится. Угу. Что это обозначает? Стрелка движется обычно. Я слышу, что пустить время вспять. Зациклить. Зациклить. Угу. И я вижу, что она фактически, вот Надя, как бы одевает Алуа вот этот символ. А он похож, как такая резалка есть яблоки резать. Ты яблочко нажимаешь, и дольки Угу. выходят. С центром еще. Угу. Да, то есть вот так она делает. Точно такая же вот этот символ имеет значение, и ее энергетический, ну, Алуа энергетический ствол, как выходит в это отверстие посередине. Угу. А вот это время, оно однозначно время, вот как это над головой какая-то сковорода получается. А как считывается это бремя? Как программа это или что? Это да, это как убеждение. Я Угу. слышу собственной правоты и уходит от этого в сектор интерферентов. Угу. Кто И там? там Угу. вижу, это эгрегор. Вижу там Алуа, и она как бы привязана к черному столбу. Угу. Там внизу. А здесь у нее как будто бы
экран такой. Знаешь, как очки 3D. Мгм. Хорошо. Я Давай слышу посмотрим. реализация испытаний. Так, реализация испытаний. То есть и привязка идет к этому 3D объекту. То есть откуда? Я вижу, что такие привязки идут с какого-то пространства внизу. Так, что это? Что это за Негативные испытание? события. То есть Мгм. негативные события. Ну, короче, как обычно, то есть их внимание приковано к негативным событиям для того, чтобы формировать негативное будущее. И именно с помощью магии. А почему они так делают? Хм. Чтобы усилиться, чтобы, я слышу, возвыситься и усилить возмездие. И снова этот Илья пальцем показывает на сектор Первотворца и предупреждает Алуа, чтобы она не смела смотреть Вику, так и говорит. Угрозы идут от него. Так. А чего он боится, что Аллах Вику будет смотреть, приказом отвечать? Почему он боится этого? Я вижу, что он смотрит в такие же очки, как у нее вот там. Он смотрит и видит этот черный шар его. О, он видит тот дух черный, и он боится разоблачения. Он боится, что Алуа отдаст ему этот черный шар, который он ей подсунул, и она стоит на нем. То есть он формирует будущее, которое он заслуживает. Переброс Мгм. кармы идет. А он тогда избавится от ее формирования, ее будущего, которое она заслуживает. И вот эти интересные очки, которые он смотрит. То есть я такого не видела, как 3D вот это такой. Мгм. Кому это принадлежит? Он говорит, да, он говорит, что она отдала ему. Она отдала в моменте подписания контракта. Мгм. Что это за момент? Где он находится, этот момент? Что происходило? Я вижу, она смотрит на этот стул, на который Надежда усаживает ее. И она Мгм. посмотрела, она увидела этот шарик, который по центру этого стула. И вот так, наплевательски на свою душу, вот так, типа махнула рукой. И как она это махнула, то образовались вот эти 3D-очки. Мгм. Считывается степень визуализации. То есть вот эта энергия визуализации, то есть телепатическая способность распознавать, я слышу символы Мгм. успеха. Хорошо, спроси у Аллаха, видит ее поведение, то, что она проигнорировала свою душу, связано с этим черным шаром на стуле. Да, она это видит. Мгм. И я вижу, что она, вот эта энергия там идет как программирование, ам, бояться, я слышу бояться. Идет программирование от сектора интерферентов. Кто же там? Приказываю проявиться согласно эфирным ДНК, кто находится в секторе интерферентов. Там появился спрут, а вместо головы человеческий торс с бородой.
Вельзевул. Мгм. Считывается как эгрегор, мир духов, мир этих программ или духов, или матрица антимировская, магическая. И идет посыл бояться. Так, чего бояться? Снова слышу бояться освободиться, и вижу, что вот в секторе навязанных программ там как такая черная спираль, и на конце стоит как кукла какая-то. Так, что это? Мгм. Что это за кукла? Так, сейчас ее замораживаю, потому что оно все вертится очень сильно. Мгм. Замораживаю, и оно очень маленькое. Сейчас ее считывается буквально как зернышко. Что за событие там? Может, это Вуду, Виктория? Что это за событие связано с этой куклой? Или Сейчас я посмотрю, что это связано с этим. Нет. чья это кукла? Приказываю хозяину этой куклы проявиться. Эта кукла, она на конце этой пружинки, которая тянется от этого Вельзевула. Сейчас я рассмотрю, что это за кукла. Это кукла разноцветные, как лоскутики связаны, как будто бы держатся наклеенные на таком энергетическом силуэте, как куколка какая-то. Ножки вместе, как игрушки елочные такие. Имеет отношение к принятию решений. И снова вижу маленького ребенка, который сидит и как будто бы дурачок какой-то во рту, что-то держит, какую-то штучку черную. Так, что это за ребенок? Кто это? Читаю эфирную Это ДНК. маленькая алуа, Мгм. Так, малюсенькая вообще. что это во рту она? Что это за энергию она держит? Так, этот шарик она держит во рту, а считывается это как мать куда-то макнула палец и засунула ребенку в рот. Мгм. Что это за мать? Приказывает ей матери проявиться. Мать Алуа. Мгм. А в Так, эфирном плане это выглядит вот так, что эта женщина, мать, мгм. она какую-то черную магическую энергию под ключку сделала. Она буквально как будто бы ребенка перевернула вверх тормашками и посмотрела, ну, девочке вот там между ножек. Какое-то программирование пошло от матери. Она как бы сотворила вот эту марионетку. Она Мгм. поставила программу "марионетка". Вот эти лоскутики — это разногласия. Это как будто, невозможность, соединить все в кучу, увидеть цельную картину, разобщить, картину мира на отдельные какие-то лоскутики и Мгм. понимание себя. Вот. Так, а что она сделала на физике? Но на физике что-то тыкнуло в ротик. Надо посмотреть, что она сделала на эфирном плане. Мгм. Давай посмотрим, что произошло с эфирным телом Алла в этот момент. Что на подсознательном уровне Мгм. произошло, да? Да. Ага. Да. Не говори с эфирным телом, потому что оно как-то звучит странно. Как правильно? А как правильно, что произошло на подсознательном уровне или в эфирном пространстве, то есть в информационном поле? Потому что когда ты говоришь с телом, то есть я как бы М. зацикливаюсь только на ее теле и не вижу Всего этих события связей. целиком. Мгм. Да, да, да. Хорошо, Виктория. Давай посмотрим, что произошло в эфирном пространстве.
Сало, Алла. Я вижу, что к ней подключился вот этот эгрегор черный. Что это за Буквально эгрегор? считывается как Мгм. матка. Как Какие свойства? перевернутый, как женский орган, вот этот матка перевернутый, он находится в секторе интерферента. И Мгм. считывается этот эгрегор, там слышу вот так: матюги, матюги, проклятия, зависимость. Вот это какая-то абракадабра. То есть это пространство рождения, как бы творчества вот этого безобразного, безобразного программирования этих энергий. Источник рождения зла. И там находится именно тот дух, как черный шарик, возле которого, как приклеенный, вот это как семечко такое у этого духа. И оно тянется вниз к Люциферу. А от Алуа тянется такое же семечко. Тоже считывается дух. И они как бы уживаются вместе в одном пространстве. Мгм. И Так. создают эгрегор подчинения. То есть это эгрегор, это можно назвать как центр управления сознанием или как вампирический центр. Еще называется он иллюзорный, иллюзивный, он ни на чем конкретном не держится. Это еще можно назвать как паразитические эфирные структуры, типа на физике это лямблиоз, лямблии, а в эфирном пространстве это называют как энергетические вампиры. Ну, так звучит. Мгм. Это как устройства энергетические для отбора потенциала, жизненного творческого потенциала. И именно вот она свою реалистичность поменяла на иллюзорность. Реалистичность всегда привязана к реальным событиям, к Мгм. фактам, а иллюзорность на вот это бла-бла-бла, то есть на словах только. То есть вместо фактов там используются, я слышу, изречения, то есть типа какие-то объяснения, ну вот этот пафос. Мгм. Вот. Так, а почему Алла приняла эти программы? Я слышу М. насилие со стороны матери. Мать находится в секторе магии, потому что она ребенок. Это произошло на уровне, то есть сознательного, то есть она Мгм. разрешила, потому что она зависима от матери. Естественно, наш маленький ребенок. Она что-то дала ребенку, типа то ли маг, то ли что-то такое. Ну, считывается как марихуана. Мгм. То есть какое-то Хорошо. вещество, ну, слышу, Сколько и задымляющее, да, Ага. задымляющее сознание. Хорошо. Пусть Алла своим сознанием зайдет в тот момент, прикажет этим духам матери забирать их воздействие, откажется принимать эти вещества, откажется от манипуляций. Вижу, пошло прямо внутриутробно, вода, и пошло в сектор миссии. И там какой-то разговор. Давай послушаем, кто это разговаривает. Я вижу, что это Луа разговаривает с каким-то демоном.
она у Мгм. него под впечатлением. У нее на голове как будто бы такая какая-то штучка, похожая на такую бульку, с таким проводочком. Антенка такая, просто на 7 чакре. Мгм. Я вижу, что она тогда была не свободна. Так она порасторгала уже все контракты. И вижу, как эти программы, когда Надежда заставляла ее делать эти, а, Символы эти. ну да, подключаться к этому Илье, я вижу, Мгм. что я слышу подключена. Не уйдешь. То есть вот эти э, программы, когда и просто нужно отказаться на всех уровнях, вот взаимодействовать с этой Надеждой, с этим Ильей. Мгм. Так, а что это разговор с этим демоном? Алла? О чем она говорила? И я вижу, что она свою энергию вот так как будто бы из глаз отдает, а он дает ей что-то попробовать. Она Так. выглядит как, слышу, небесная царица, то есть в каком-то одеянии с таком интересном, не как ам, как восточная красавица, типа в таких одеяниях, М. очень тоненькая талия, все, она такая очень тоненькая, высокая, вытянутая. Так, что это он дает попробовать ему? Ей, приказывая ему показать, что это он дает попробовать. Буквально он дает как будто бы укусить его руку, вот где запястье. Мгм. Я слышу махинация со временем. Уйти от Так. реальности. Мгм. Так. Зачем это делает Алло? Видит она это? Речь идет о каком-то плоде. Она говорит, что ей нужен плод. Так, какие-то иллюзии, вот это все. Это находится, мне кажется, что это нереально, потому что оно все вот и тянется от сектора интерферентов, от сектора магии. Сейчас я считаю, что это за информационный пласт. Мгм. Считываются как навязанные иллюзии. Вот. И это связано вот с угрозами Ильи, чтобы он не смотрел Вику, так и говорит. Так. У А, нее где-то какой-то страх остался. Давай не будем нагромождать, пусть она отказывается, вот это Надежде пусть отдает, пусть, вот я вижу, она билет рвет. Она порвала м, билет, она не едет во Львов, то есть, и вижу, она вот прямо вижу в Лондоне, она как бы в кроватку свою под м, одеялко отменила поездку. И я вижу, как этот стул по этой спиральке покатился, полетел вот так в сектор магии. И она выплевывает вот эту, ну, считывается наркоту. Этот мгм. наркотик, какое-то вещество, которое мама дала ребенку в рот. И я вижу, как она это снимает, отдает матери. И эта игла, которая получилась у нее к нижней чакре, уходит. Я ей передаю, чтобы она восстановила целостность. И энергия вот так начинает так кружиться и очищает все чакры.
и она увеличивается, и вот эта штуковина на голове черная. Вижу, у Мгм. нее правый глаз проявляется, вот это черный, просто из глаза черного она вытаскивает Илье, а ее глаз возвращается к ней. И я передаю, чтобы она расторгла все контракты и отказывалась принимать участие во всех вызываниях духов. И я вижу, как эта полоса, эти программы навязанные, что он угрожал, чтобы не слушать меня, это все уходит. Мгм. У нее появляются крылья, и какая-то черная энергия проявилась вот здесь. И она вот так чух-чух-чух-чух-чух, так кружится. Так, Что это за черная энергия? так, она превратилась в какую-то, как стержень какой-то, теперь в металлическую. И он кружится и создает такой тор вокруг. Считывается искусственный интеллект, робот. Мгм. И он говорит, как робот. И подключка в сектор магии. В секторе магии. Кто это там приказывает проявиться? Ну, снова Илья и Мона, вот они вдвоем. Приказываем отвечать, что они делают по отношению к этому стержню металла. Нет, они по отношению к нему ничего не делают. Они делают по отношению к Алуа. О, Это их штучка. Искусственный мгм. интеллект считывается. Их. Это какой-то компьютер. И я вижу, что Илья, у него как будто аркан желтого цвета в руках. И в нижнем пространстве находится такой огромный, считывается, компьютер, искусственный интеллект, очень мощный компьютер. А он берет вот эту петлю и набрасывает на этот компьютер, и он начинает создавать иллюзии. Я слышу иллюзии сверхразума. Мгм. И он раскручивается, и получается такая, как воронка, которая засасывает внутрь. И оно сверху выглядит, как будто бы сияние, энергии сияющие, а внутри именно находится вот этот диск черный, который я уже видела, как был на голове у Алоа. А что это, Виктория, за компьютер? Кому он принадлежит? Какой-то жидкокристаллический, электронный создатель разума. Так, а кто хозяин этого электрического ЖК, создатель разум? Кто он такой, приказываем проявиться? Я слышу потусторонний мир. Это какой-то компьютер в каком-то другом пространстве, в нижнем пространстве. Считывается отколотый от пространства людей. Мгм. Он где-то находится в другом пространстве, на Так, разрушенной планете. Какая-то разрушенная планета. Он так, а что? генерирует энергии страха, влечения, увлекает. То есть это как огромный магнит. Вот оно что, как огромный магнит. Мгм. Вот. И там спрессованные энергии страха, энергии разрушения. Слышу цивилизации, каких-то пришлых богов.
И вижу, что вот эта одежда, которая на Алуа проявилась была, она как раз вот проявилась и в этом гипнотическом компьютере. Вот этот диск, он как жесткий диск. Мгм. Так, а что это за планета? Кусок какой планеты? Там нет куска планеты, там только энергия страха, Мгм. разрушения. И я вижу, что по отношению к этому магниту находится Алуа в секторе магии. А она является, я слышу, там каким-то исключением. И вижу, что там, в этой черной штуковине, монолитной, ее какое-то решение, ее светлая энергия там находится. Вот этот шарик светлый. Это ее Мгм. решение убить ее планету, что ли? Сейчас, ее решение убить. Слышу себя. Какая-то мега или мега, мета-галактика. Какая-то галактика кружится, которая вот так ее засосала, как в черную дыру. И в этот сектор интерферентов. И создался вот этот блок. Мгм. Вот этот штуковина, это выглядит как такой круглый монолитный магнит, а внутри его я слышу свет души, алуа. Мгм. Давай посмотрим, когда этот цвет души Аллаха потеряла или отдала, где это ее решение, что было на физическом плане. Я вижу, что она смотрит. Я слышу в часы. Она смотрит в такое, как 3D штуковину. Считывается это часы, в часы смотрит. Во времени смотрит, во время. Она как будто бы и перед ней весь космос. Угу. Так, что Я она там видит? слышу отлученная. От чего? От какого-то параграфа. Отлученная от параграфа. Что это за параграф? А кто отлученная? Алло, отлученная. Да. Так. И что это, когда это она отлучилась, что это за событие было? Вот Когда когда ее... она посмотрела в эту штуковину, Угу. она как-то отлучилась. Я сейчас посмотрю, что это за параграф. Посмотри, Виктория, что это за параграф, что это такое? Оно идет вот так. Отлучение. Угу. И она оборачивается, смотрит на свет Первотворца, на свет ее высших аспектов души. И она поворачивается и вот смотрит в эту штуку. А считывается как в раковину. Там есть этот портал. Почему-то идет время, как-то оно. Спроси Алла, что это она делает, зачем она туда смотрит? Она говорит, что она пойдет разобраться. Куда она пойдет, спроси у нее. Она говорит, показывает, говорит, там на земле есть обитание зла. И вижу, как будто бы она раздвигает, мне показывает Угу. такой зеленый-зеленый лес. И она вот так его, такие деревья огромные, и она их вот так раздвигает.
и показывает там на земле какой-то камень. Какой-то объект, камень какой-то. Мгм. Это она говорит, это мой камень. Я вижу, что это вот это, э, этот магнит как будто бы упал в эту землю. Это этот компьютер? Э, Связан с компьютером, Виктория? Можешь мне не подсказывать? Ну, спрашиваю. Не спрашивай, это нет, да, и ты меня отвлекаешь. Мгм. Я хочу посмотреть, что это за камень. Я вижу, что это тот же магнит, который у нее на голове. И в этом магните Мгм. есть ее вот эта частица души, и в этом же магните сидит какой-то в позе лотоса какой-то колдун с чалмой на голове. Считывается Илья. И я вижу, он берет этот камушек и вставляет его в какую-то систему, в каком-то храме. И включается этот магнит. И включаются какие-то энергии, начинают вот так двигаться. Такой висячий какой-то компьютер, как будто бы висит вот так в пространстве. Он запускает время вспять, запутывает время, создает иллюзии. Я слышу приворот. Он притягивает. Это приворот, притягивает. Я слышу к смерти, к убийству. И именно там какое-то решение. Алоа есть. Вот эта светящаяся энергия. А что представляет этот камень, который Алла увидела в этом Я же на Земле? рассказываю, что Как он на физике? это Что это? храм, Храм? это какой-то храм. Мгм. Я слышу в Лаосе. Так. А с каким решением Алло связана эта ситуация? С ее решением заглянуть в будущее. Мгм. Когда она заглянула в будущее, то она увидела прошлое. Когда она создает визуализации своего будущего светлого, то ее внимание уходит к жрецам, к жрецу к этому. Мгм. Так, а зацепка ж где? Так, это ее там энергия, да? Да. Так. А когда она потеряла эту энергию? Она показывает, говорит, 2 раза. Так, давай посмотрим на первый раз, когда один из них. Что это было за событие? Так, второй раз- это когда Надежда ее, я слышу, устремляла, заниматься магией с Ильей. А первый раз связано с межгалактическим проектом Мгм. какого-то повеления будущего. Это вот связано с этими зернышками, с духом истины, с духом жизни и духом смерти. Вот. Где они завязались и стали как бы у нее сверху, вот он как свисает, а этот притянулся, и между ними такая, как а, я слышу, телепатическая связь. Так. То есть у нее налажена очень прочная телепатическая связь. А, С кем?
с магическим эгрегором, с этим люциферианским царством, а, с устройством мира, антимиром, короче. Вот это анаконда внизу. Мгм. Так. И А что этот это глаз за... змеиный, который вот Мгм. символизирует проникновение в наше пространство и наблюдение. Так, а что это за межгалактический проект повеления? Я вижу, как темный мир, он как бы приглашает светлый пройтись, как бы вместе, под ручку берет, и он там алуаз, я слышу, захватывает. Он ее как будто бы вырвал. Он вот так проносится, как бы энергии закручиваются, вот эти черные, как вихрь вот такой. И они вырвали ее откуда-то из светлого пространства, потому что она обратила внимание. И оно вот как засосалось в такую энергетическую воронку и создало вот этот, я слышу, создало иллюзию разума. Вот где вот эти два глазика, вот эти два зернышка, это один как глаз змеи, как змея, а другой М. как человеческий разум, глаз человеческого разума. Глаз– это направленность и одновременно голос, мысли, то есть куда мы направляем свое внимание, там происходит творение. А мы внимание направляем своим взглядом, своими мыслями. Поэтому глаз и голос одно и то же означают. Мгм. Давай посмотрим вот этот момент, когда Аллах обратила внимание, что в этот момент, есть ли какой контракт? Какой-то контракт есть, какое-то воплощение, наверное. Вижу как-то много цветов. Она хохочет. Какие-то цветы. У нее вот Мгм. какие-то разноцветные цветы. У нее какая-то черная одежда и такие разноцветные цветы, как будто бы ее кто-то украсил цветами. Соблазн. Вот оно что. Мгм. Кто там ее Слышу соблазнил, приказывал? соблазн украсть. Ее кто-то ворует, она восточная красавица, ее на лошади кто-то увозит. Да, ее, я вижу кляп во рту. Мгм. И вижу этот колдун, который сидел в позе лотоса. Он сидит, как бы медитирует, а она с кляпом во рту, связанная, возле него сидит. И он потом Мгм. берет и вот эту энергию с этого кляпа как-то перемещает в этот компьютер. Ну, это по-нашему, так образно говоря, компьютер. А в эфирном пространстве это вот эти механизмы рабочие, да, как оно происходит. Это как Мгм. завязаны вот эти все энергии. Так. На что согласилась Аллах, когда он... Заглянуть в будущее. Буквально я вижу, что я слышу воцарится, то ли стать царицей. Ну, что-то этот колдун ей наобещал там. Мгм. Так. И я вижу, она появляется в секторе миссии, и такая светящаяся говорит: "Я отказываюсь". А чего она отказывается? Сейчас я она показывает вот смотреть туда, говорит Мгм. увлекаться в будущее.
в том моменте, когда она поверила этому колдуну. И когда она это сказала, я вижу, как энергия как дернет, и вот этот весь механизм раскручивает. Это спиралька. Мгм. И я вижу, она освобождает руку свою. Этот, который типа прошел какой-то силуэт, как мужчина такой, взял ее под руку, и она руку подала. Сейчас она руку забирает. Вижу, Мгм. она вот так снимает с себя эти черные одежды и такую туфельку сбрасывает. Снова слышу Лаос Кампучия. Это храм. Какой-то храм, да. И там такая штуковина висит в храме. Какой-то такой храм, как будто бы камень капал, какой-то странный такой. А внутри такой находится объект. Создание энергетическое, как я слышу, зла. Я ей передаю, чтобы она расторгла все контракты, забрала всю энергию. Все это находится по отношению к ней в секторе магии. Я вижу, она просто снимает этот магнит из головы и отдает. И этот спрут просто его же лапами собирает всю негативную энергию, забирает. Мгм. Я передаю Алуа, чтобы она отказалась от сотрудничества с Ильей, с Моной, с Надеждой, отменила все эти события, когда она вредила себе и приказывала им забирать карму их же руками. Мгм. Вижу, как она получает крылья, взлетает вверх. Отлично. И такая, я слышу, гармония поет. Я ей передаю, чтобы она вернула. О, ее энергия вот эта, как эти, возвращается, чтобы она вернула только то, что принадлежит ей. Ей возвращается, а эти черные глаза уходят. Ну, не глаза, а как бы один глаз. И вот эта связь, где два эти глазика или как семя считывается, оно разрывается и как шлепнет в лоб Илье. Прямо звук такой пошел, Мгм. как будто резинка такая, знаешь. Мгм. Вот. Ага. И я вижу, как разрушается это программирование с этим стулом. Он уходит тоже туда же, как в унитаз. Прям подавился этот портал этими и их же энергиями. Уходит вот этот страх, который был навязан, чтобы не слушать мой канал. Вот. И я передаю Алуа, чтобы она отказывалась принимать. Вот за ней увлекается как птица черная, чтобы она эту магию, все эти соприкосновения с магией убирала в портал. И я вижу, что проявляется у нее в пространстве, как будто бы она такая куколка, Мгм. а намотаны на ней такие нитки, на которых такие куколки везде. Вот такие, как игрушечные, ножка одна, но не разделенные. Их много-много, как новогодний этот, эм, как его, ну, что Мишура это. светится. Не мишура, а лампочки, А, что светятся. А а, вместо лампочек, то вот гирлянда. Мгм. гирлянда, вместо лампочек, то эти силуэтики. И тянется в сектор магии. И там кто-то так Мгм. Приказываем ему проявиться и отвечать, кто он такой. говорит муж моей жены, ну, его жены. И держит вот так какую-то фигуру, как за шею схватил. А эта фигура — это Алуа. Мгм. А кто это муж? Приказываем ему называться, кто он такой.
Не знаю, говорит муж. Этот Фиц. Я говорю, чтобы он Мгм. показывал, что он делает в пространстве. Я вижу, что у него в руках такие, как инструментики какие-то, и он этими какими-то шариками на палочках стучит по таким клавишам. Тук-тук-тук-тук. Оно создает такие звуки странные, как по пластиночкам по таким. Вижу, он мотает куклу воду, Мгм. протыкает ее черными спицами, кричит: "Я выколю тебе глаз", Мгм. типа умиротворю. То есть он а, с- создает программу. Вот на что притянулась эта Надя с этими Мгм. ее помощниками, с этим всем, с ее магией, которую она подцепила и навязывала. Вот эта программа жертвы. Делиться своими какашками со всеми. Так, пусть Алло приказывает этому Джафару забирать его воздействие, последствия воздействия, пусть применяет на нем же и дает ему карму. Я ему передаю, что он вторгся в пространство Алуа, и это Мгм. всего лишь его иллюзии. Пусть он по законам Вселенной применяет все то, что он планирует для Алуа, к нему же. Он начинает падать, и я передаю Алуа, что это всего лишь иллюзии, программы, которые навязаны им, и чтобы она выходит с этого, как куколка, как этот шелкопряд, как куколки шелкопряда выходят. И я Мгм. передаю, чтобы она полностью освобождалась от этих нитей, связей и отдавала карму этому ее мужу. И в этот Мгм. момент я вижу, что эту фигуру, которую он вот так держал, она взлетела. Это Алуа, выглядит как фея с крылышками. И в секторе принятия решений я вижу, как эта программа работает. Она как будто бы хочет отобрать дочь, а он тоже отобрать. И вот эта зацепка. Их хватает Алуа как бы за шею. И это как бы эти вибрации, вот оно выглядит, знаешь, как паутина во Вселенной. И как муха попадается в паутину, то сразу паук, один или сколько там их там сидит, все слышат эти вибрации. И я вижу, что все эти колдуны, они слышат, они чувствуют эти вибрации и набрасываются на жертву. Поэтому вот так оно происходит. Да, дикий мир. И проявляется Алуа из сектора миссии, и у нее вот где правый глаз, такое ее как яйцо считывается. Считывается как защита, и оно как белок такой, защита. М, Мгм. Вот. И она вот так облокотилась, как будто бы возлежит. Вот. И говорит ему просто так. Она повелевает ему: убирайся прочь. Мгм. Как царица какая-то говорит: убирайся прочь. И просто вот так выбрасывает такие нити, и вдруг свет появляется, и она, а, это похититель, я слышу, похититель. То есть вот этот ее муж, он похититель, он похищает ее дочь, он похищал ее душу.
А все колдуны выполняют эти общие программы. Это как электричество для разных приборов. Электричество одно, а приборы разные, по-разному работают. Точно так же вот этот колдовской дух, он один для всех колдунов. И все колдуны, эзотерики, они считывают, Мгм. кто попался в ловушку, и тут же набрасывается. И я передаю Алуа, чтобы она приказывала этому колдуну убирать всю его магию, все его воздействие. Да, и снова слышу его основная программа, чтобы она успокоилась, чтобы она не отстаивала свои интересы. Она Мгм. говорит: "Я приказываю тебе уйти". И освобождает ее в будущее, взлетает как ангел. Я передаю ей, чтобы она почистила все ее пространство, стерла со всех энергетических, я слышу, платформ. И она берет вот этот камень из этого лаосского, ам, оно звучит вместе, лаосском пучия. Берет этот камень, как магнит этот, забирает ее энергию. Она там как будто ассимилировалась в одном месте с другими программами, такие серые, крошатся. Мгм. И она возвращает это. И я вижу, как этот крадун, который украл ее Мгм. в том воплощении, этот конь, который поскакал, он тоже уходит в сектор интерферентов, и она вот так как расцвела, как цветок. И Мгм. большая становится энергосфера правильной формы. Я вижу, как эта подключка уходит в сектор магии. Я передаю, чтобы она избавлялась от всех имплантов и возвращала к себе молодость, гармонию, богатство, а все эти взаимодействия отказывалась от них и приказывает, пусть эти колдуны все забирают их руками. Илья, Мона, Надежда, пусть каждый, весь этот колдун, пусть применяют к ним же. Вижу, как этот колдун сам превратился, обмотал вокруг себя, вот это обмоталась эта куколка. А Илье этот камень как в рот заходит. Мгм. Вот так вот. И раз пространство закрылось. И Алуа вот так идет в секторе миссии вверх. Я ей передаю, чтобы она стерла со всех информационных полей всю информацию об этих событиях, о ее причастности. Она оставила себе только опыт для того, чтобы быть еще сильнее, круче, богаче, моложе и применять всю ее силу на благо ее и ее рода, и ее божественной души. Вот она Хорошо. вот так говорит: Мгм. "Я освободилась". Мгм. Да, хорошо. То есть Алла зайдет в тот момент, когда она думала, что легкие деньги только это грязные деньги, где у нее вот это появилось убеждение. То есть она изменит это ее решение принимать эти убеждения. Я слышу, что убеждение — это привычка думать. Мгм. То есть она должна сейчас привыкнуть думать по-другому, переубедить. Я ей показываю эту информацию и говорю, что деньги — это эквивалент творческой энергии человека, которую он способен удерживать. Я ей говорю, чтобы она сейчас с теперешним разумом, она свободная, и вся ее энергия в ее руках зашла в каждый из тех моментов, когда ее пытались убедить, что в негативных. Я не хочу это повторять, потому что подсознание Мгм. открыто, это не нужно. Пусть сейчас правильно, только позитивно все говорить, чтобы она сейчас наполнилась
собственной энергией, благополучия, счастья. То есть она уже, как бы, сеанс совершен, все завершилось, и сейчас вот в этом состоянии возвращаться это не нужно, нельзя так делать. То есть все произошло, те все зацепки, все оно, я так и слышу, распылилось. А все эти убеждения, они для этого есть дыхательные практики, чтобы себя убеждать. То есть там не только на эфирном плане. То есть подсознание не делает никаких этих, я вижу, это работа сознательной части, коммуникации с подсознанием. Она расторгла эти контракты, она свободно вернула свою силу в себе, магию убрала. Я ей Мгм. передаю, чтобы она наполнялась светом, гармонией, жизнью, Хорошо. вернула себе удачу. Она достойна чтобы потому что сегодняшним моментом она фактически опровергает то все, что было до того. И наполняет в каждом том моменте. Она же вышла с тех моментов. И те моменты уже изменились. В тех моментах уже там нет того, что было. А есть вот это. Она вся, которая вот наполнена энергией, удачей, радостью и счастьем. Мгм. Вот. Поднимаемся все вместе вверх. Все Мгм. чужеродное очищаем, отправляем на аннигиляцию. Наполняемся энергией жизни, любви, гармонии. Закрываем порталы. Это все пространство замагиченное, оно похоже, знаешь, вот эти лоскутики, не зря, оно как будто спиральки какие-то, Мгм. металлические штуки. То есть это вот это разрозненное мышление. Мы все очищаем, наполняем светом и гармонией все священное пространство сознания человеческого. Передаем информацию. Так, сейчас, хочу посмотреть. Вот Алуа в будущем стоит на этом, я слышу, на платформе, на своем шаре, на ее энергии. Вернула, да? Мгм. Хорошо. Спроси тогда у Луа, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да. Мгм. Благодарим ее, Мгм. прощаемся с её эфирным телом. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Проверяй Да. твое личное пространство. Мгм. Наполняемся энергией жизни, любви, гармонии. Да. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь на физический уровень, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Я вас обожаю. Я вас люблю. Хорошо. Ну, знаете, действительно, он меня так от вас отпровергал, особенно от Евгения. Ой, как было сложно. Такая, но мне это ничего не действовало. Я вас люблю. Я вас люблю, я на вас решила не кидаться. Думаю, один раз решила, потом думаю, да это вообще не я. Это так было по-дружески, да. И это, знаешь, я уже пробита, у меня такая броня. Хоть бы там 1000 льев, Правильно. я не отрекусь. А по поводу, я вчера над этим очень много думала. Сегодня по поводу вот этой раковины, знаете, один такой физик был из Америки, такой Мгм. пломбирщик, то есть, который, занимается это пломберинг, да, и то есть такая теория он такую сделал. Это каждая раковина, да, где посуду моешь, это ясное видение черной дыры. Оно все спускается. Что не плюнешь, все спускается и все, и нифига. И то есть я поняла так, что как подтвердилось вот после этого сеанса, что он хотел создать свою галактику. У них вообще руки загребущие. Он хотел Хотелка выше создать свою... крыши. Ага, он из меня сделал ту самую, вот это квазар стар, знаешь, да, Евгения, тут такой, не то что нейрон, а такой квазар стар. То есть он хотел создать свою Давай, вселенную. алло, переключаться на позитивчик.
Хватит вот это Да, перемалывать. да-да-да, все. Очень интересно, все отсоединиться от Мгм. всего негативного. Видишь, как Мгм. оно, как визуализация, насколько важно Мгм. Ну, то есть быть я говорю, что я чистым. поняла это, я увидела. Да, видишь, что визуализация – это естественная работа нашего подсознания и Но я нашего вернула свои физического тела. видения. Я Вернула, все да. вернула. Ага, Но обратно. мысль какая? Вернуть-то вернула, а почему? То есть, когда человек не чист, это вот как в Библии написано, чистому чисто все, а нечистому нечисто ничего. Что прежде чем чем-то заниматься, нужно самому очиститься, чтобы, Мгм. потому что когда мы заходим в эфирное пространство, в котором есть все, не нужно думать, что только там мы сами, Мгм. там есть Мгм. все, и к этому эфирному общему пространству имеют доступ и колдуны, и эти все, то прежде чем что-то делать в эфирном пространстве, нужно отсоединиться, то есть не быть увлеченным в каких-то своих темных делах, да, то есть не быть связанным с этими магическими э, эгрегорами. Вот это и объясняет, почему в наше время столько Это что, я магии была вокруг. шпионом, что ли, все это время? Я не поняла. Да не выдумывай Что он ничего. через меня все так бачило? Я не Да это поняла. не только через тебя. Я говорю, как оно работает. Это через каждого так работает. Если человек был замешан в какой-то магии, то когда он начинает визуализировать что-то Ага. хорошее, то это хорошее он у себя отбирает и передает по этим магическим каналам, по этой раковине, по Ну, этой, понимаешь, когда ты, например, вызывала этих духов, они сразу привязались на что? Ну, мгм. Илья с Моной, да, Мгм. этих помощников, они На мое привязались, видение. да, они привязались на какие-то негативные блокировки. Что там было? Там А, была магия со стороны мужа, там была магия со стороны, ну, вернее, ну, неосознанная, но была со стороны матери. Там проявился какой-то случай из какого-то прошлого воплощения, э, где похитили эту девушку, и она согласилась у этого колдуна там по каким-то причинам. Понимаешь, как оно работает? То есть прежде чем заняться визуализацией своего хорошего будущего, вернуть себе потенциал, деньги, все, нужно полностью быть чистым, отвязаться от этой магии. получается, визуализация вообще, ну, никак невозможно. Нужно Она делать так. возможна, просто нужно понимать. И это как раз объясняет, мы с Олей вчера сделали расследование по мантре Ом. И как она расписана, О, это такая лажа. как она расписана, как она все помогает. И именно ее вот эти буддийские какие-то монахи во Мгм. время медитации Мгм. изобрели. Сейчас это дает как раз четкое понимание того, Ну, вот вот это твой, Камбоджа, вот эта фигня. Ага. именно твой сеанс. Ах, Четко да. все расставил на свои места, как это происходит и почему визуализация не получается. Потому что есть вот Ага. эти крадуны, которые крадут энергию, и они цепляются за наши же грехи, то есть за наше участие в магии. Поэтому открываешь телевизор, магия, гороскопы, всякая фигня, эзотерика в газетах, в журналах, по телевидению. Они пытаются как можно больше людей затащить в эту магическую кастрюлю для того, чтобы никто не смог визуализировать добро для себя, чтобы человек визуализировал, и это все, что он заслуживает для себя, чтобы он отдавал этим темным. Вот одно интересно только, вот эти, может быть, оно не к месту, но эти товарищи, в смысле, те люди, эти народы, населяющие ту территорию, эти азиаты, в смысле, я как там в долгу перед ними? Уже ни в каком не в долгу. В каком долгу? Все. Была до этого, ага. Смотри, нужно быть попроще, поменьше фантазировать, побольше быть привязанным к теперешним событиям, потому что мы не несем ответ по законам Вселенной. Человек за все свои грехи, самые Ага. тяжкие, ужасные,
за все грехи он заплатил смертью, то есть он расплатился. Мгм. Вопрос, кто имеет право снова это все цепляться за это все? Я поняла. Эти кармические развязки я хотела со странами. Ага, да, ну все Не уже. нужно выдумывать то, чего Мгм. нет, потому что Мгм. человек своей смертью заплатил за все свои грехи. Но для темных законы не писаны, да, они себе живут Мгм. по своим фантастическим законам, и они цепляются за те события, которые уже не имеют веса для человека. А нам самое важное не поддаваться на эти ухищрения. Мгм. Понимаешь? То есть то, что было, то все было, все, его нет. Но в Викусе, понимаешь, на обратно, вот был сеанс, у меня такое было, вот эти программы бушевали супротив Барухая. Это интересно было. И когда Ну, я смотри, отменяла эти контракт, все люди, удивительно. Барухай или кто-то другой, Причем они вообще мне это по барабану, вот во мне это кричало, отказывайся от Ильи, от Надежды, Барухай, это как бы всего одну кучу, это одна куча такая вместе. это Вау, все думаю, притягивает блин. человек сам на свои же кармические Мгм. эти штуки. Ты большая молодец, не зацикливайся и не думай. Никто не имеет права, они не имеют права тревожить, и все. То есть нужно верить в себя, жить в теперешнем времени, то есть здесь и сейчас. Не выдумывать и не... Overall, чего я достигла? Потому что опять одно и то же, этот Владистул, вот, на котором я кручусь, обратно вся такая же эта шарманка. Вообще, чего я добилась на этот раз? Вот, ну, подскажите. Я уже, блин, заманалась. Алло, Нет, попробуй посмотреть в будущем. Если что-то будет такое, попробуй все это смотреть с третьей стороны, да? Не вовлекаться в это, когда у тебя мысли вот эти будут крутиться какие-то левые. Просто посмотри со стороны. мы же изучали, как работать с негативными мыслями. Евгений, не обижайся, я просто была откровенная. Вот и все. Ну, я вижу, что просто вот эту заезженную пластинку, которая навязана со Вот, я и стороны, говорю, она же надо все ее заманала. Ага. разрубать и от нее отказываться. Знаешь, есть такой анекдот. Пришла дамочка к доктору и говорит: доктор, сделайте мне что-нибудь. Он говорит: и что вам сделать? На мне все ездят. А доктор говорит: а седло снять не пробовали? Но я же все пробовала, но я же все делаю. Вера в себя. Понимаешь, все, весь фокус в вере в себя. Ты все сделала, перестань ходить по этой заезженной пластинке. Ну а с другой стороны, это же все было запланировано так. Я же Да. отказываюсь от этой темной миссии. Ну, То есть я смотри, это взяла это, на Да. себя какую-то смотри, миссию. запланировано, это Мгм. под большим вопросом. Знаешь, что такое гештальт? Гештальт появляется тогда, когда появляется незаконченное дело. То есть когда-то оно началось, да? А Мгм. когда оно как-то началось, то естественно, что если есть действие, есть и противодействие. То есть нет прямо все до мелочей прописано, да? Мгм. Есть общая главная цель. А каким Мгм. образом, это нам уже решать. Понимаешь, можно просто, есть такой в психологии принцип, и мы его используем, родиться заново. То есть каждый день считать, что ты родился заново, и вся эта Мгм. прошлая пакость на тебя не влияет. То есть зачем на ней концентрировать внимание? Есть такое, наш мозг работает как навигатор. Когда ты ему показываешь, куда нужно идти, он меняет фокус своего внимания и отсоединяется от темных. Почему визуализация не сработала позитивно, а наоборот негативно? Потому что фокус в фокусе. Твой фокус был направлен на антимир. Вопрос, а зачем оно Но, тебе Вика, ну надо? почему оно было направлено? Потому что от меня это вообще не зависело. То есть там Нет, был такого такой не бывает, контракт. что не зависело. Такого не бывает. Там был контракт. То есть А контракт получается, всегда... А он... что такое контракт? Алло, Мгм. контракт– это соглашение. Это ты продавилась, продала свою душу, взяв взамен какие-то преференции. Ага, Что-то для себя взяла. То есть не надо говорить, что я ни в чем не виновата, кто-то мне что-то сделал. Это ага. так срабатывает программа жертвы.
Мы всегда ответственны за все, что происходит в нашей жизни. Абсолютно всегда. Ну вот, например, был последний сеанс, и там как бы я родилась заново. Я проснулась, действительно, я все так себя чувствовала, вся такая себя, такая, вся такая хорошенькая, все так здорово. И бац, и тут на меня пошли вот эти вот, Ну, а потому что-то что, осталось. ну, смотри, осталось, нужно работать, нельзя никогда прекращать работать. Вот я и говорю за это, просто сколько ты там иногда бывает такое, что сколько ты не старайся, это они просто закроют и все. Есть что-то такое. Нет, не отдавай им силу. Нас уже дядечка ждет полчаса. Мы идем. Мгм. Мгм. Алло, верь в себя, перестань выполнять чужие программы, живи Да как ты не хочу хочешь. ничего выполнять. Ну, Все Концентрируйся, на концентрируйся на позитиве. высоких вибрациях. Не дай себя опустить. Принимай меры. Такой Музыка, хороший люби сеанс. себя. Что это такое? Я сплю, например, ночами я сплю под нашу эту, под мою медитацию. Работает чудесно. Смотри, ты должна справиться только с собой. А мы с Женей для того, чтобы быть готовыми работать с вами, со всеми, должны быть готовы. Потому что человек может увидеть только то во внешнем пространстве, к чему он не привязан в своем личном пространстве. То есть если человек выше чего-то, тогда он это может осознать.